Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня я буду варить пиво, которое называется мутная НИИПА, или, как называют его американцы, Hazy НИИПА. Я уже варила такой стиль пива, и у меня на канале есть и видео с рецептом, и видео с дегустацией, если кому будет интересно. Но в этот раз я буду варить НИИПу по другому рецепту. Стиль НИИПа интересен тем, что при его приготовлении используется большое количество ароматного хмеля и добавляется хмель в активную фазу брожения и потом на сухое охмеление. И благодаря взаимодействию дрожжевых и хмелевых культур происходит биотрансформация, в результате которой получаются такие необычные вкусы, ароматы и цвет. После своего первого опыта варки НИИПы я вынесла для себя некоторые интересные моменты. Сейчас я про них расскажу. Считается, что пиво НИИПа скоропортящееся. Оно теряет со временем свои свойства, поэтому его нужно выпивать как можно скорее. Мой опыт был таким: чем дольше я выдерживала НИИПу в бутылках, тем более мягким становились ее аромат и горечь, а цвет становился все более прозрачным. Но чтобы насладиться ее красивым цветом, ее нереальными вкусными ароматами, конечно, нужно выпить ее как можно скорее. Я оставила несколько бутылок, которые мы с друзьями продегустировали после долгой выдержки. И что же стало с НИИПой после почти 6-месячной выдержки? Это пиво стало кристально прозрачным, горечь была мягкая, сбалансированная. Все ароматы изначальные, они тоже остались там, но они стали такими вот мягкими. Друзья говорят, что получилось очень похоже на мягкую ИПУ. По цвету она была похожа на ИПУ, а по вкусу я не могу сказать, потому что я ИПУ не очень люблю. Брала это пиво себе в пабах всего пару раз, и мне оно не очень понравилось. Я не варила ИПУ, поэтому не могу ничего сравнить, а могу ориентироваться только на отзывы тех друзей, которые любят ИПУ. Для варки этого пива нам понадобится солод Pale Ale, ячменные хлопья, пшеничные хлопья и овсяные хлопья. Прям даже не знаю, сколько солдат можно накормить таким количеством каши. Сейчас у нас скоро будет тепло, впереди майские праздники. У меня, конечно, на майские праздники не будет никакого пива, потому что я выдерживаю здоровый образ жизни сейчас, до конца майских праздников. Вот. Но потом как раз будет тепло, и НИИПа будет прям кстати. Выбирать ингредиенты для этого пива нужно исходя из того, какое оно должно получиться, а это значит похоже на апельсиновый сок по цвету. Поэтому я выбрала базовый солод, а также очень много компонентов, которые пойдут на мутность. В этой варке у нас будут 3 температурные паузы: на 52 градусах 15 минут, далее на 68 градусах 1 час, потом пойдет мэшаут 78 градусов 5 минут, а далее у нас будет промывка и кипячение в течение 1 часа.
Мы настроили пивоварню, засыпали солод. Теперь мы будем помешивать затор каждые 20 минут и ждать мышаут. Итак, осталось 40 минут. Давайте посмотрим, как поживает наша фильтрация. Мы помешиваем каждые 20 минут. Так. Фильтрация хорошая, конечно, не идеальная, но я тоже думаю, сойдет. Осталось 10 минут, делаем йодную пробу. Так. Цвет не меняется. Йодная проба прошла. Рефрактометр показывает 16.2, а ареометр показывает 1,066. Это выходит, что плотность до промывки у нас равна 16%. В этой варке я не буду добавлять хмельное кипячение. Я буду добавлять его на вирпул и на сухое хмеление. Для этой варки я выбрала 3 вида хмеля. Айдаха Джем, Айдаха 7 и, конечно же, цитром, потому что в прошлый раз мне очень понравился аромат личи, маракуйи и ананаса. Для приготовления нипа важно использовать только очень ароматные хмели с большим содержанием альфа-кислоты. Как же описывает производитель аромат данных видов хмеля? Сейчас я вам это прочитаю. Аромат цитры включает в себя грейпфрут, дыню, лайм, маракуйю и личи. Айдаха 7 – тропические фрукты, сладкая сосна с нотами цитрусов, вкус сочный с небольшой долей мармелада и абрикоса, который превращается в ноты легкого цитруса с намеком на черный чай. Айдаха Джем – это прекрасный, мягкий, насыщенный аромат, который сияет фруктами, красной ягодой вперемешку с цитрусовыми фруктами, мятой, мохито и даже сахарной пудрой. Очень интересное описание, согласитесь, так и хочется поскорее опробовать эти хмели. Я сейчас не буду их открывать и нюхать, уберу обратно в морозилку, а перед тем, как я буду их добавлять, я открою и расскажу вам свои ощущения. Кстати, мой самый любимый негативный комментарий к видео с нипой оставила какая-то пивоварня не московская. Они написали, что я тупая в пивоварении, потому что я добавляла на вирпул дрожжи, хотя они даже не удосужились послушать, что именно я туда добавляю. А добавляла туда я пакетик с аскорбиновой кислотой. И в этот раз я буду делать то же самое, потому что аскорбиновая кислота является отличным антиоксидантом. А при приготовлении нипы кислород является самым большим врагом. Так что все манипуляции, которые вы будете делать с нипой, при добавлении хмеля в нее потом, нужно делать очень осторожно и стараться, чтобы контакт с кислородом был исключен. В этот раз, как и в прошлый раз, я буду делать вирпул с помощью дрели и вставленной в нее лопатки. Я понимаю, что промышленный вирпул работает иначе, но за неимением такого я буду делать все так же, как в прошлый раз, потому что в прошлый раз все получилось. Я буду делать вирпул, а не хоп-стенд, для того, чтобы хмель лучше осел. На вирпул я буду забрасывать цитру и айдаха джем, каждого хмеля по 50 грамм. В прошлый раз я забрасывала хмель на 85 градусах, а в этот раз я буду забрасывать его на 80 градусов. Я посчитала на калькуляторе горечи и вышло, что разница составила практически 50%. Так что имейте в виду, это тоже имеет значение, при какой температуре забрасывать, 85 или 80. Охлаждаем сусло до 80 градусов, вносим аскорбиновую кислоту, а далее забрасываем хмель. И дрелим его после этого 20 минут, но следите, чтобы температура не опустилась ниже 72 градусов, потому что это температура пастеризации. После вирпула охлаждаю сусло до 18 градусов
и оставляю его на 1 час для того, чтобы все осело и сусло легче слилось в ферментор. Я не буду использовать никакие мешочки для хмеля и хоп-спайдеры, хоть вы мне их и советуете, потому что я считаю, что экстрактивность у хмеля лучше, когда он плавает везде, а не тусуется где-нибудь в углу в мешочке или в сетке. Я достала из морозилки цитру и айдаха джем. Айдаха 7 я не буду пока доставать, потому что кидать я его еще буду не скоро. Вот, не хочу лишний раз, чтобы он контактировал с кислородом. А эти сейчас раскрою и скажу, похоже ли описание на то, что я почувствую. Кстати, вот эта вот упаковка более удобная, потому что тут есть зиплок, а здесь нету. Странно, хотя покупались они в одном месте. Это очень неудобно, что здесь нет зиплока. И я порадовалась, что тут есть зиплок, но упаковка оказалась очень по-дурацкому сделана, то есть она как-то склеена, и тут получается слой, в котором хмель остался. Короче, такие упаковки мне не понравились. Я люблю упаковки с зиплоками, чтобы использовал хмель, и потом можно его еще раз использовать. И сейчас они пахнут очень похожи, я не знаю, достаточно похожи пахнут. Этот получается послаще, айдаха джем, этот более цитрусовый, какого-то необычного аромата, который ощущается уже в пиве, так я не чувствую. Я очень долго ждала, пока дрожжи для этой варки появятся хоть в одном магазине. Я заказала их в 2 разных магазинах. Сначала в одном попросила, чтобы, когда будут делать закупку, заказали у поставщика для меня эти дрожжи. А потом, когда прошло уже 3 недели моего ожидания, я увидела, что эти дрожжи появились в одном магазине в другом городе. И заказала их там, попросила, чтобы мне их переслали. На это ушло еще около 1 недели. На следующий день после того, как я получила долгожданные дрожжи из магазина в другом городе, мне написали из магазина, в котором я делала первый заказ, что дрожжи мои в наличии, могу их забирать. И я, как честный человек, купила дрожжи в 2 местах. Теперь у меня 2 упаковки одинаковых дрожжей, они даже из одной партии. И я очень надеюсь, что мне эти дрожжи безумно понравятся, и я вскоре использую 2-ю упаковочку тоже. Я выбирала между этими дрожжами и дрожжами Lallemand New England East Coast. Но этих дрожжей нету еще с тех пор, как я собиралась сварить свою первую нейку. И они не появлялись ни в одном магазине, и я не знала, что, в принципе, их тоже можно, как-то я не подумала о том, что их тоже можно попросить у поставщика. Вот, поэтому я выбрала именно эти дрожжи. Так, что, появились? Правда? Я тут записываю видео, и мне тут машут телефоном. Короче, эти дрожжи Lallemand New England East Coast появились тоже в другом городе, так что, видимо, это какая-то большая поставка, и я могу их тоже заказать. Но посмотрим. Сначала я израсходую 2-ю пачку, потому что у меня в холодильнике до сих пор большой набор разных дрожжей. Название Verdant означает зеленый. Я думаю, именно поэтому на этой упаковке сделана такая цветовая схема. Чем же интересны дрожжи Verdant IPA?
Эти дрожжи интересны тем, что этот штамм был специально выведен в сотрудничестве с компанией Verdant Brewing Co. в Великобритании. Это крупный производитель широкого ассортимента крафтового пива. Эта английская пивоварня открылась благодаря тому, что 3 друзей домашних пивоваров объединились для того, чтобы варить у себя на родине, в Англии, американские популярные стили пива, которые там просто достать было нельзя. Так что надеюсь, если они стали такими популярными и крупными, их дрожжи тоже будут соответствовать. А что же нам должны дать эти дрожжи? А эти дрожжи нам должны дать аромат абрикоса с нотами тропических фруктов и цитрусовых. А это как раз то, что нам нужно в нипе. Сбраживать это пиво я буду при температуре 18-20 градусов. А добавлять хмель на сухое хмеление я начну, начиная со 2-3 дня. В прошлый раз я забросила первый раз хмель на сухое хмеление на утро 3-го дня. Нужно попасть в такой момент, когда брожение еще идет довольно бодро, но уже не слишком активно. Всего я буду охмелять сусло 4 раза по 50 грамм. На 3-й день я добавлю туда цитру, на 5-й день я добавлю туда Idaho Jam, на 7-й и 9-й дни я добавлю туда Idaho 7. Ну вот и все. Сусло сливается в ферментах. Сейчас я буду засыпать туда вот эти вот дрожжи сверху, прямо на пенку. Это пиво должно быть еще круче, я надеюсь, чем предыдущее. Так что встретимся с вами на дегустации. Всем спасибо за внимание. Желаю вам хорошего пива, вкусного и легких варок. Всем пока!